Первое видео, которое набрало 1 миллион просмотров. И делать так, чтобы трафик на них шел не только с YouTube, но и с Яндекса и Гугла. Вот данный видеоролик, видите, он проиндексировался, причем на английский запрос. И это круто. Сейчас я вам покажу, как это сделать просто, быстро, и чтобы вы каждый ролик также могли продвигать. Друзья, привет, с вами Стас Быков, и мы продолжаем серию видеороликов о том, как раскрутиться на YouTube. Смотрите, готовился к видеоуроку и заметил, что у меня первое видео, которое набрало 1 миллион просмотров. Это самое первое видео, что интересно, 5 января 2015 года я его выгрузил на канал. И практически за 5 лет я набрал свой заветный миллион на видео. Я считаю, что это круто. То есть это все благодаря правильной оптимизации. Я в этой серии видеоуроков вам буду рассказывать, как бесплатно можно оптимизировать видео и делать так, чтобы трафик на них шел не только с YouTube, но и с Яндекса и Гугла. Поэтому, если вам это интересно, поддержите меня лайком. Давайте 1000 лайков наберем на этом видео, и я пойму, что данная серия видеоуроков вам интересна, и буду продолжать делать и рассказывать инсайдерскую информацию. Что интересно еще, смотрите, вот 30 мая, здесь уже около 5 или 6 месяцев, да, видео, я уже набрало 600 тысяч просмотров. То есть здесь за 5 лет, а здесь практически миллион за год, я думаю, будет. Но это все достигается благодаря бесплатной оптимизации. Я не вкладываю денег в раскрутку своего канала и вообще в продвижение видео. Чтобы узнать, как это все происходит, я вам рассказываю все в своих уроках, что делаю сам. Но сегодня о другом. Сегодня я хотел вам рассказать, как выйти на американский рынок, чтобы получить дополнительный источник трафика. Смотрите, я взял вот это вот видео, одно из своих популярных, да, как заработать на YouTube. На самом деле я сейчас все делаю по такой концепции. Поэтому примите во внимание и досмотрите ролик до конца, чтобы понять, как все грамотно делать. И тогда вы сможете получать дополнительный трафик от огромного рынка. Для того, чтобы проверить, находится ли он в поиске, или может быть вдруг вы неправильно его оптимизировали, сделали переоптимизацию и он перестал индексироваться, вы ссылку на этот ролик вводите в поиске, нажимаете поиск. И если этот ролик показывается, то есть все сделано нормально. Что мы здесь видим? Здесь, видите, есть значок. То есть здесь есть субтитры. И как раз мы эту фишку будем использовать. Видите, в других роликах пока нет. Я их также наполняю постепенно. Эта работа не совсем быстрая, но она приносит результаты. Итак, смотрите. Сейчас мы будем работать на англоязычном YouTube. Для этого мы заходим в переводчик. Дальше я пишу: как заработать в интернете 3 способа. Копирую это. Вот я открыл Tor браузер, да, чтобы сразу проверить, как будет находиться видеоролик. Так, посмотрим. Мы сейчас с вами Франция, вот Германия. То есть из Германии выходим и нажимаем как раз название данного видеоролика. Вводим его в поиск и идем вниз. То есть здесь нам нужно найти сейчас наш видеоролик. Сейчас здесь это западный YouTube уже, то есть все по-английски. Видите, здесь более широкий рынок, и данная тема, она очень насыщенная. Здесь огромная конкуренция по теме заработка. Это вам не в России ролики записывать, и каждый ролик попадает в топ и набирает там по 10, 20, 30 тысяч просмотров. Да? Здесь очень большой рынок, глобальный рынок, мировой рынок. И чтобы сюда выходить, нужно, конечно, в идеале записывать видеоролик сразу же на английском языке. Но здесь нужно учитывать некоторые моменты. Смотрите, чтобы конверсия была большая, ваш значок должен быть также на английском языке, или можно выйти из положения и не переводить, то есть не включать сюда ни русские, ни английские буквы, сделать его каким-нибудь универсальным. Тогда, да, тогда конверсия будет нормальная. Вот смотрите, вот такой, например, ну, только без надписей, да. Тут здесь тоже есть надпись. Сейчас мы, вот такой вот, здесь надписи нету, да. Вот он. Вот данный видеоролик, видите, он проиндексировался, причем на английский запрос. И здесь смотрите, кстати, мне кажется, это недоработка YouTube, потому что ролик переведен, но в поисковой выдаче он все-таки на основном языке, на русском, да. И вот как раз что я вам говорил, если бы значок у меня был универсальный, да, по-русски здесь не было написано, то конверсия CTR значка, конечно, был бы больше. Итак, человек нашел по запросу, далее переходит на видеоролик. И здесь, ну, после того, как, конечно, пройдет реклама, видите, реклама
она таргетирована, и она переводится на тот язык, откуда ищут и откуда смотрят. Мы сейчас смотрим из Германии с вами. То есть как раз оплата рекламы будет по курсу той страны, где это показывается. Это очень круто, вам можно больше будет зарабатывать. Итак, сейчас мы посмотрим. Итак, вы заметили? То есть включились сразу субтитры на другом языке, на английском. И далее, здесь название также на английском, описание также на английском. И это круто. Сейчас я вам покажу, как это сделать просто, быстро, и чтобы вы каждый ролик также могли продвигать. Итак, что мы сделаем? Для того, чтобы нам с вами перевести на другой язык, нам, конечно, потребуется переводчик. Я или Google переводчиком, или Яндекс пользуюсь. Сейчас здесь я на самом деле смотрю, какой переводчик лучше. Если из вас кто-то разбирается, вообще знает хорошо английский, напишите в комментариях, какой переводчик лучше переводит. Яндекс или Google, потому что у них переводы в некоторых местах очень сильно отличаются. Ну реально, это происходит. Мы с вами воспользуемся Яндекс переводчиком, потому что он не портит верстку вот этих субтитров. Смотрите, здесь видите, пробелы появляются между временем, а в Яндексе их нету. Поэтому я вам рекомендую все-таки пользоваться Яндексом. Итак, мы переходим в настройки нашего видео. Далее слева выбираем перевод. Здесь у нас русские, они создаются автоматически. Вы переходите, далее нажимаете «Изменить». Пока новая творческая студия в режиме бета нас перекидывает на старую творческую студию. И здесь у нас слева субтитры как раз на русском. Мы нажимаем «Действие», «Скачать» и выбираете вот этот формат VTT. То есть в этом формате вы скачиваете. Так, вот здесь у меня, давайте я напишу тест 1.vtt. Далее нажимаете «Сохранить». Теперь у нас скачались с вами русскоязычные субтитры. Здесь нажимаем «Назад» или «Закрываем». Вот здесь мы должны обратно вернуться с вами на это окно. Теперь мы открываем с вами вот этот файлик. Далее открываем Notepad++. Ну, это удобный текстовый редактор для программирования. Можно его использовать как блокнот. Вот он у меня открылся. И сюда перетаскиваем как раз этот файлик. Тест. Видите, тест1.vtt. И это субтитры. Вот они все здесь из видеоролика. Они автоматически сгенерированы. Этот перевод взят из моей речи. Да? Теперь что мы делаем? Наша задача это все перевести в переводчике. Мы создаем новый файл. Копируем текст. Смотрите, в Яндекс переводе доступно 10 тысяч символов. То есть нам нужно скопировать 10 тысяч символов. Пачку такую. Здесь вот справа внизу обратите внимание количество символов, которые мы выделяем. 4000, 5, 6, 8. Нам нужны порции по 10 тысяч символов. Я копирую. Здесь ставлю точку, чтобы не потерять, где я остановился. Далее вставляю сюда. И справа у нас перевод на английский язык. Вы можете выбрать вообще любой язык. Кстати, поставьте лайк, если эта информация реально вам ценна, и вы такое раньше не слышали. Я вот на ютубе реально не слышал такой подробный видеообзор, как переводить на другие языки и вообще выходить на другие рынки. Я думаю, это ценно. Итак, смотрите, сейчас еще фишка здесь есть, которую нужно обязательно подкорректировать. Итак, видите, у нас перевелось. Мы вот здесь нажимаем «Копировать». Далее открываем наш Notepad++, новый файл и вставляем. Все, теперь у нас уже часть готова. Что здесь нужно сделать? Вам вот здесь, обратите внимание, он при загрузке файла показывает ошибку строки 7. Вам нужно вот этот пробел 6, вам нужно убрать его. Обратите внимание, вот 5-я строка, 6-я и 7-я, мы 6-ю убираем. Тогда у вас ошибки не будет, когда вы будете загружать файл субтитров. Итак, после того, как вы все здесь сделали, вы сохраняете, и у вас получится что-то типа такого. Давайте я уже готовое вам покажу. Вот, например, то есть это готовый файл субтитров. То есть здесь убирается пробел, не забывайте. Здесь на ваше усмотрение можно перевести N, написать английский. И все, дальше у вас все по-английски. Что нам теперь нужно сделать? Мы переходим в раздел «Перевод», или мы здесь же и находимся, и нажимаем «Добавить перевод на другой язык». Далее выбираете язык, на который вы делали перевод. Видите, здесь очень много языков. Я выбираю обычно английский.
Вот английский уже выбран, поэтому здесь нельзя. Ну, давайте я вам покажу. И здесь вот нажимаете «Добавить». И вот здесь вот вам нужно нажать «Загрузить файл». Сейчас YouTube прогрузит. И вот здесь, видите, «Загрузить файл», «Файл субтитров», «Выбрать файл». Вы его выбираете. Нажимаете «Открыть». И все, что вам осталось сделать, это нажать «Добавить». Но я добавлять не буду, потому что у меня уже добавлено. И далее у вас получается вот такая штука. Давайте я зайду «Обновить». Вот, слева у вас будет тайминг и перевод на другой язык. И все у вас будет готово. В конечном итоге у вас будет вот английский и русский. Если хотите, можете добавлять еще и на другие языки. Это будет плюсом, то есть вы будете продвигаться еще и на других рынках. Так, теперь, как же дальше переводить? Субтитры мы с вами перевели. Теперь нужно перевести заголовок и описание. Смотрите, что мы делаем. Мы переходим с вами в информацию о видео. Далее здесь, видите, в новой творческой студии пока это не готово, к сожалению, поэтому нам нужно переходить с вами вот здесь слева внизу. Классическая версия. Нажимаем «Пропустить». Скоро, надеюсь, эта новая творческая студия доделается и будет там все удобно. Итак, смотрите, здесь есть вкладка «Перевод». Нажимаете ее, и здесь слева у вас русский текст, справа у вас будет тот, на который вы переводите. Я перевожу на английский. Вот. Английский, видите, название и само описание. Здесь также вы просто нажимаете «Добавить», выбираете язык и можете сделать это автоматически. Если у вас установлено приложение Clever для браузера, вот у меня, Clever Auto Translate. Я просто, что я делаю? Я нажимаю, выбираю язык, перевести, сохранить, и все готово. То есть вы можете в своей работе также использовать дополнительное приложение. Оно называется Clever. Обратите внимание, вот Clever, вот оно тут же. Вот это оно тоже дает возможность. А в следующих роликах я вам расскажу про VidIQ и вообще про оптимизацию ролика. Как правильно так сделать, чтобы, смотрите, видите, все теги, которые у меня имеют ключевую позицию. То есть, например, как заработать в интернете, как заработать без вложений. И вот эта синяя цифра, это как раз позиция по данному ключу. Если вам интересно, конечно, ставьте лайки и пишите в комментариях, вы вообще делали эти оптимизацию видеоролика? А на английский язык раньше переводили? Какие у вас результаты? Кто не подписан, подписывайтесь на канал. До новых встреч. Пока-пока.